hit that without having to wait that cycle and actually spawn that fairy. Стрим, давай, я в тебя верю. The biggest thing about this game is damage control because it's really easy to have 1-minute mistakes in this game, and I've done so far pretty good about avoiding that. Cool, we at least made that cycle, which is actually really hard with Tiny Rayman. You need super clean movement through that bottom section. Knock on wood. On the, Давай. no, Грузи, стрим, ну что же это такое-то? Ура! Ура, он прогрузился, боже мой, это произошло. Итак, на самом деле мы пропустили один из самых страшных экранов в игре, который был. Этот уровень Спайку не нравится, как он лично говорил. Потому что очень много воды в этом уровне, постоянно все двигается. И сейчас я покажу вам кое-что веселое, сказал Спайк. И так он с первого раза достал эту вещь вместо того, чтобы уменьшаться и возвращаться туда. Он, грубо говоря, показал, как достать ту клетку с помощью улучшенного кулака, чтобы получить триггер, задеть триггер, так еще при этом забрать клетку. Итак, супер страшное место. Итак, мы снова находились в месте, где шипы были прямо над головой, прямо под батутом. Над батутом, точнее, и это ужасный дизайн. И я вам честно напомню, что это именно тот момент в игре, где вам надо следить за КП Спайком, чтобы делать damage boost. Теперь вы видите, насколько медленнее маленький Рейман? А мне кажется, у этого Реймана есть потенциал бежать настолько быстрее, но это сделать очень сложно, потому что поддерживать скорость на этом маленьком Реймане намного сложнее. У вас, когда ты играешь за него маленького Реймана, у тебя такое ощущение, что ты разводишь грязь ногами. Заметьте, как все в этой игре имеет глаза, даже стены есть, даже у стен есть глаза. Hopefully I don't get trolled, but there's one instance of actual RNG in this game that actually matters for the run. And there's these two little enemies I have to beat first. The first one, strat's pretty cool. I call it keep him in the corner. And Итак, сейчас я вам покажу одну из, скажем так, трюков для этого уровня. Потому что победить этого босса очень легко, надо стать в определенное место в угол и начать просто мэшить кнопку. Вот так, этот идиот, его отвратительная RNG, это просто что-то с чем-то. Итак, обычно он раскидывает абсолютно все бомбы по всему экрану. В этот раз он кидал только самого права. Normally, once again, kind of like Mr. Stone, this fight normally takes forever. There's a lot of just like wasted scripted parts. Итак, так как и с мистером Камнем, это... Эта битва имеет много скриптованных ненужных сцен. И забавный момент, если я прыгаю с самого правого по стены и сбиваю ее, она меня дэмэдж бустит на достаточную высоту, чтобы задеть ее хитбокс, и можно было ее ударить. Я не жду этого. Я заниму очень далеко внутри битвы, потому что обычно вы доходите намного позже. Итак, если я тут засофтлочусь, то это будет ужасно. И вот это последний удар, когда надо ударить его ровно, чтобы упал еще последний кинжал, чтобы он не засофтлочить игру. Просто представьте, если вы смотрите на 4
кинжала. Если она улетает если она улетает с экрана раньше, чем улетает последний нож, то Рейман никогда не начинает танцевать, и то есть время, то есть, грубо говоря, не заканчивается битва, и вы остаетесь на этом уровне, вам приходится перезагружать игру. Да, то, что он сейчас там умер, говорит, абсолютно нормально, потому что я тут умирал множество раз, и, по-моему, множество кто тут спидранил, умирали тоже, не один раз здесь. Сейчас он... Так, он снова пытается себя убить для того, чтобы... чтобы вернуться в начало. И так, вспомните, что он подбирал жизни где только мог, и он уже упал до 2 жизней. Потому что очень много абьюза было. А на самом деле очень сложно было в этот момент не попасться на удар вот этого стрелка, но он это сделал. Опять же, маленькое окно для действий. То, что написала пожертвование, кинула Майя из команды Реймана, которая работала над игрой, и говорит, и работает до сих пор над Рейманом. И в этот момент она задонатила деньги во время спидрана этой игры. Спайк даже сначала не понял, что происходит. Итак, мы снова используем ускорение через зацеп. Потому что обычно надо долго-долго прыгать по ним, потому что Рейман очень медленно раскачивается. Но у Спайка есть способность, скажем так, Спайк может сделать так, чтобы Рейман получал намного больше скорости на этих колечках и пролетал намного дальше, чем задумано. Итак, так как у Реймана очень маленький хитбокс, мы можем пролететь вот так вот. Хитбокс Реймана, ну, очень маленький, поэтому спасибо вам большое, разработчики. Зачем он кидает кулак перед тем, как это сделать? Это для того, чтобы, скажем так, во время рекойла он двигается чуть больше в стену, и это удобно. Забавный момент, что тут есть место, где есть карандаши, которые, скажем так, двигаются в такой последовательности, что вы никогда в жизни не сможете их пролететь. Я не знаю, почему это так сделано, но... то есть, грубо говоря, некоторые крыши идут вверх, некоторые крыши идут вниз, и получается, они идут в такой последовательности, что вы не сможете пролететь никогда. Итак, здесь очень много моментов, где Спайк будет, когда ползать, и он будет дэмэдж бустить. Чтобы не тратить время и не бить, потому что он тратит много времени на анимацию. Какая злая, насколько эта игра. То есть вы прошли через все это, и потом у них заспаунится клетка прямо перед самым выходом. То есть вы видите, при этом вы не видите, что у нас появляется клетка, потому что вы видите только шипы. То есть вам надо знать, что он там появится. Итак, он только что сделал скип сквозь пару батутов. Может сделать зип через некоторые батуты. Так, вы можете где-то 10-15 секунд, если мы будем пролетать через батуты как надо. Вот это было очень круто. As you mentioned, this game actually is going to look. There's the guy working on the task for this, and it's going to be a really cool task. Сейчас есть парень, который работает над таском этой игры с помощью инструментов, скажем так, разбирая игру по кадрам. И то, что делает этот парень, это просто что-то с чем-то. Oh, there's a thing down there, dude. Dude, they actually like thought of something to not like be evil. Developers actually do like you, Spike. All right, that's fine. I whiffed a little bit on that jump. That's. К сожалению, Спайк не заметил платформы под собой, он думал, что ее там нет.
Alright. Evil. So you'll notice I'm walking off this edge. If you run, you die. You end up flying straight into the pencil. Итак, как вы видите, я тут спускался пешком с этого спуска, не бежал. Потому что если бы я бежал, то я бы улетел прямо на карандаше и умер бы. Maintain my momentum going straight into the exit sign. So, alright, we good. Alright, Space Mama's Cradle. That's gonna make one trick here in the first. Так, я сделал тут один трюк в самом начале. Я надеюсь, что это будет сложно, но попробую сделать. I don't have a quick way to just get it back. Yeah, he did get back to 5 health though very quickly, just because there was a health power up right along the way. A lot of it's just like timing your deaths in a not bad place. Он рассказывает о том, что он стаймил все свои смерти, и сейчас у него снова 5 хп. И, возможно, ему придется умереть в любом случае, что очень жалко, потому что он потерял себе пауэрапы. This is actually an instance. There's a trick I could have gone for on the next screen that saves about 9 seconds. It's also the hardest trick in the game, so it's not a big deal. I'm not going to be able to go for it. It's just, again, it's timing when you lose them. There are some cases, for the most part, like, what I worry about is not having the health for all the damage. Самая большая проблема, которая, мне кажется, в этой игре, это у меня всегда не хватает хп для того, чтобы сделать большую часть трюков. Land here, all these are inky. Alright, land there. Садиться здесь, схватиться вот так вот. Ах, и не достал. Это был супер сложный трюк, чтобы достать, грубо говоря, все за один цикл. Потому что у них очень маленькие хитбоксы. И он попал наконец-то между, скажем так, в очень маленький хитбокс. Yeah, I'll take it, whatever. There's been so many things first try, I'm like, alright, sick, good job, game. You can tell, like, when you lose one fist power up, also sick cage placement, right? Okay. There's just so many instances where... И очень много моментов в этой игре, где, когда у вас не хватает хотя бы даже одного пауэрапа для кулака, вы видите, где вы еле-еле достаете до этих колечек, как я это делаю. И вот видите, что произошло. И вот у нас 0 жизней. В этой игре реально очень легко умереть, поэтому, скажем так, ни разу не загеймоверить в этой игре, это правда достижение. И вот чем колечки могут быть, когда они злые. Итак, теперь давайте вернемся к моему летсплею, потому что он шутит так, когда начинает идти очень медленно. SGDQ 2015. Dude, nice. Итак, спрыгну прямо здесь, и тогда до самого конца я долечу очень легко. Не вышло. Если вы спрыгнете вовремя, вы можете пройти над этими шипами. Самое маленькое окошко, которое доступно для Реймана. Итак, у него наконец-то 5 хп. Это очень хороший пауэрап, потому что я тут дэмэдж буст, использую дэмэдж буст. Так, не хватай край, не хватай уступ, и все. Итак, на самом деле, эта игра хочет, чтобы вы пошли немножко влево, но мы сделаем damage boost и придем сюда. И как только вы достигаете верха, вы можете схватиться за уступ и еще раз сделать damage boost. И не хватать эту платформу, сохраниться. Итак, и сейчас он заспавнил колечко, как видите. Итак, заспавнить клетку. Схватить, поймать цикл облака. У всех облаков в игре абсолютно рандомный цикл появления, поэтому то, что он там появился прямо под ним, ему очень повезло. И он умер, и поэтому он говорит, я взял этот сейф.
грубо говоря, не зря ты взял чекпоинт. И как вы помните, скажем так, он только что подобрал несколько жизней, и, как вы понимаете, некоторые... Он опять снова упал до нуля. Итак, вы слышали этот тинг? Вы увидите, что там появилась еще одна клетка, конечно же, и прям триггер для появления этой клетки, конечно же, был прям рядом с выходом. И забавный момент, он только что использовал трюк, что если вы зажмете прыжок и удар, то тогда... То есть, когда вы вызываете атаку и прыжок, то Реймон будет бесконечно кидать кулак и бесконечно прыгать. То есть, грубо говоря, использовать сразу два навыка, как только заканчивается другой. Сейчас вам покажет один из самых крутых трюков в игре. И, к сожалению, нету силы, скажем так, всех пауэрапов, чтобы сделать один трюк, который я хотел бы показать. Это космическая мама. Визуально она, в принципе, достаточно легкая. Если вам слушаете, когда она в аудио говорит такие странные звуки, издает, и тогда можно ее бить. И плюс это отменит ее анимацию атаки. Это не full speedrun, это не %, но при этом ему надо собрать всех вот этих фиолетовых чуваков. There's a few variances of it based on Rayman's position, but yeah, it's just crouching in the corner is generally the way to go. К сожалению, он не может сделать этот трюк, который он покажет чуть позже. Это один из тех боссов, где вам надо будет очень долго ждать. И еще один удар здесь. Как вы видите, сзади она прилетела на стиральной машине. Теперь нам придется, скажем так, драться вместе с стиральной машинкой. Он не всех собирал, но он за ним вернулся, я напомню, когда получил способность бега. Итак, еще 4 фазы осталось. Would you mind if we came in through was a pretty big donation? Of course, go for it. Okay, we got $1,000. Итак, нам подонатили $1000. He tells us, "Hey everyone, I have the great privilege of joining my friends Quexel and Essentia for a Chrono Trigger run to end this marathon. In recognition of my friendship with them, I want to name Luca and Robo as follows." Just saw this. Luca as Demon and Robo as Choco. Followers of the Demon Chocobo, now is the time of your return. Join me in bringing about the resurrection of our great Savior. So, everybody please don't. Очень внутренняя шутка про Пувекселя. Ее будет очень сложно объяснить, к сожалению. Menu option in Final Fantasy VI that we use to kind of mess with the runners of the game at marathons. Вот это один из самых сложных трюков в игре. Я надеюсь, что я его получу. Воу, нифига себе. Ну так, мы получили лишь половину, что неплохо. I've got it set up in a save file, so if we come in enough underestimate, I will try to showcase that afterwards. Как он сказал, что я на самом деле покажу, как это надо делать, когда мы загрузим мой файл, если у нас остается достаточно времени, чтобы показать все оставшиеся их самые крутые трюки, которые опасно делать на фоне. I'm keeping my height and keeping my speed, as opposed to just slowly rocking across each of them. That jump always scares me. That's such a bad placement of that spike ball. Okay, cool.
Итак, мы прошли через экран, и чуть попозже я вам покажу, в чем суть этого экрана на самом деле. Итак, это один из других топ-скринов, странный момент. Sometimes if you're in just the wrong part of Rayman's run animation there, which by the way sounds like a horse galloping, then you will get hit no matter, you'll get hit no matter what. Good to be at 5 health here. There's a life down there I could grab if I wanted a health refill, but we're good. На самом деле, я думал, что меня сейчас что-то ударит, но, к счастью, меня ничего не ударило. Хотя я могу подобрать в итоге жить, который находился снизу от меня. Да, сейчас будет damage boost. Итак, для начала я бьюсь об эту стену, потом я делаю damage boost здесь. И я его не смог сделать. Поэтому мне придется подниматься по вот этим ступенькам. Jumping back out over here, so I can actually spawn this top cloud up here. Normally what the game wants you to do is jump on that bottom cloud that rides you across. Итак, как только он может заспавнить на самом деле с самого начала этот большой облако, которого перетаскивает его, который сейчас его везет. И чтобы заспавнить его, надо было опять ударить невидимый триггер. И он мог на самом деле ударить клетку и сразу же запрыгнуть на это облако, чтобы уже ехать туда, и кулак бы просто не вернулся. Okay, cool. We caught that cycle anyways. I'm actually going to, like, this is the exact same speed, but I'm just trying to avoid having to touch the red ring. What's bad about the red rings? They На самом деле, он говорит, я не хочу трогать красные кружки по одной простой причине, что они опускаются вниз. И если вы вдруг встанете в плохое, скажем так, в плохое место, то тогда вы, скажем так, из-за красных кружков, если вы его заденете, попробуйте прилететь точно так же, как с обычного кружка, то вы улетите совсем туда, куда надо. 3 хп этого достаточно для вот этой ситуации, я надеюсь, что нам этого хватит в любом случае. Это один из самых сложных сейчас уровней для казуалов, ну, грубо говоря, для людей, которые просто играют нормально. И... Come in with real quick donations. Go for it. Say, K-Spice donate $100 saying, hey guys, working from home up in Canada so I don't miss the action. Big fan of the GDQs. This year is looking great. Looking forward to the Metroid and Mega Man block later today. Spike Vegeta is right. Let's get that Shovel Knight low percent going and of course kill the animals. So please, we need to get that Shovel Knight low percent. Итак, вот почему это самый сложный уровень в казуальном виде. По одной простой причине, что все абсолютно темное. Шутка в том, что на самом деле светлячок, который подсвечивает все, находится у тебя в кулаке. И для того, чтобы все освечивать, надо кидать свой кулак. И обычно, как проходит этот уровень, ты должен кидать свой кулак, чтобы знать, куда идти. Следующий экран будет намного сложнее. На этом экране очень много полей смертей, скажем так, ну-ка, десплейнов, где он может просто погибнуть, дотронувшись. Итак, у меня осталось всего лишь 1 хп, и мне придется сделать пару, мягко говоря, прыжков. What I'm going to be doing is I'm going to spawn these guys right here, and then I'm actually going to wait till Rayman fully stands up, and then I keep going. It's just to make sure they're out of the way by the time you get here and start this cycle. Otherwise, they would have got in my way. Okay, so we're going to have to do some kooky maneuvering here. Итак, здесь мы сделаем очень странный маневр. Let that go by. Okay, we made that jump. Так, мы сделали этот прыжок. Поднимем там one-up, для того, чтобы не умереть, или если даже мы умрем, будет страшно. Так, мы прошли через страшную самую часть.
somehow, like, they intended you to do this, like, frame-perfect fling off of this, but because of tether boosting, we're able to make that a lot more Но cool. на Again, самом in деле the PC разработчики version, задумались, что где-то там вам надо сделать абсолютно идеальный PC прыжок, чтобы version, добраться they до intend for you to have to- вот or этой, they give you скажем, another клетки, route right there in но between, making that obviously благодаря fun. нашему, скажем, That навыку is the раскачивания, reason который that it's не amazing задумался you're просто, able to actually complete this video game, at least on the PlayStation 1 version. разработчиками мы можем допрыгнуть именно до туда. Fruit Loop boost again. Over to here. Don't want to take too much damage through this section because we're going Итак, я надеюсь, что не получим много дамага здесь, потому что нам надо будет дэмэдж буститься через следующий экран. So ideally I don't get hit again. Так, я надеюсь, что больше меня ничего не About ударит. here. Spawn both the exit sign and once again the gate. Итак, сразу же Just заспавнить expect if you и see the выход, exit sign, и there's probably a клетку. cage nearby. Вы увидите, что где-то здесь What happens есть if you accidentally touch that exit sign without getting the cage? табличка на выход, значит где-то здесь будет и So I have to, клетка. like, if you miss a screen on the first, or if you miss a cage on the very first screen, it's not that bad. You just have to re-enter the level and come back in, and you can get it. But if you miss it on anything that's not the first screen, then you have to replay the entire level, which, as you can see, Ida Joe's another super long level. So that would be a couple minutes down the drain. So ideally, we don't do that. Nice little one-up right there. Итак, Not один more очень so милый than ванап, well, который появляется than здесь live и нам using пригодится. Я же думаю, что мы больше не умрем, но на всякий Alright, so случай the надо next быть screen's an аккуратнее. auto-scroll, so Cosmic, you can go for Следующий donations if you экран want это to. просто автоскроллер, We've поэтому got можете plenty to почитать say. First, we пожертвования. have $30 from our Lord saying an amazing run for an amazing game for my childhood. Для начала это было My $30, breath а every для jump. Спайка тоже это Greetings from офигительный France. ран и So офигительный Brentlock sends $10 saying марафон. first time watcher. It's an awesome event for a great cause. Первый раз If it смотрю, wasn't for work and sleep, I'd probably watch all day. Greetings скажем from так, этот Germany. марафон, и я надеюсь, что и мне он очень нравится, я надеюсь, что он будет продолжаться в том же духе. Also, we have $100 from Chris126 saying donating during Spike's run. Thanks for the great commentary. And Большое спасибо, Спайк, за отличные комментарии, говорит один из тех людей, которые пожертвовал $100 во время его спидрана. Эта игра вызывает у меня столько ностальгии, но с таким стилем еще она не вызывала столько ностальгии. Я бы никогда не представил, что можно в нее так играть. Спасибо абсолютно всем спидранерам и организаторам этого мероприятия для того, что вы сделали эту вещь, сделали этот марафон. Я надеюсь, что в следующий раз я смогу побыть волонтером на мероприятии, как и многие другие, для того, чтобы он прошел еще лучше. Следующий экран — это последний экран этого, скажем так, мира. Я надеюсь, что я буду, скажем так, удерживать свою скорость на протяжении всего экрана. Здесь надо подождать двух бомб. Здесь я ударяюсь один раз о колючку, и потом улетаю. Еще один дэмэдж будет от Спайка. Итак, нам надо пропустить вот это. Увернуться от рыбы. И увернуться от последнего. И отлично он прошел. Don't really want to admit how many of those jumps I missed. Alright, so this is the last level before the actual last level where I need to... Это самый последний уровень перед самым последним, как бы странно звучало. Итак, мы заспавнили клетку на самом верху, сломали клетку снизу, сломали здесь клетку. Будем использовать немножко колечек для того, чтобы добраться до недоступных мест. Делаем ускорение с помощью колечка. Сделаем тут длинный прыжок и... Спайк со своими звуками опять. Итак, здесь я не буду хватать никакой пауэрап, потому что я могу сам достать это.
There's a lot of screen left. Итак, еще очень много экрана осталось, на самом деле. Просто я собрал почти все клетки, так что не волнуйтесь. Обычно я хватал там раньше damage boost, но теперь этого не делал, потому что, оказывается, наоборот, ты теряешь секунды из-за этого. И это самая последняя клетка. Как видите, он ударил ее спиной. То есть он развернулся ровно в тот момент, когда приземлился. Так, эти красные ребята уроды, потому что они... У них отвратительный цикл. Еще одно ускорение с помощью тетера. Или колечко. Alright, I hate this boss. So, what's nice, if you want to be a PC runner of this game, which there are none of to our knowledge yet, you actually don't have to fight this boss. Similar to how I skipped Mr. Sax. Если вы хотите на самом деле спидранить эту игру на компьютере, а он говорил уже, что версии отличаются, то вам этого босса вообще не надо убивать. Вы можете полностью его проскипать. То есть, грубо говоря, на ПК-версии заранее существует табличка для того, чтобы выйти с уровня. Почему-то PlayStation 1 этой таблички заранее нет. And to note, this actually isn't quite the boss fight yet, and pretty much the only indicator of that is that there's no health in the bottom left corner. Единственное отличие этой битвы с боссом, отличие от других, это что нету в левом нижнем углу, нету никакого показателя ХП. It may look like I'm just like, I don't know, just walking forward, like being silly, but I actually, if you run into this idiot, you bounce back like... Самая плохая проблема с этим боссом, это то, что если ты бежишь, набегаешь на этого босса, то из-за него ты отлетаешь. И теперь настоящая битва с боссом. What is he doing? What is he doing? He's not following, like those homing missiles are not following you, they're once again, they're following your fist. И как я вам вроде говорил, что очень многие вещи, которые следуют за Рэй, на самом деле следуют не за самим Рэем, не за его телом, а за его кулаком. То есть, грубо говоря, когда за вами летает, когда он пускает ракеты, которые летят за Рейманом, они летят не за вами, за вашим кулаком. Поэтому этот кулак стоит кидать в босса. Первый раз, когда вы попадаете на турнир, вы просто не знаете это делать. И если вы сейчас посмотрите на задний экран, вы каким-то образом оказались в агробе. Заладин, я не знаю, как мы здесь оказались. Итак, я бы не хотел получить никакого дамага, и все, мы победили. Итак, мы прошли все 17 уровней, и мы собрали абсолютно всех розовых чуваков, которые были в клетках, но на самом деле теперь открылся самый-самый-самый последний уровень. Грубо говоря, я вам сейчас показывал, насколько сложно пройти, найти эти все клетки. Если вы будете играть казуально, а не так, как я, без трюков спидрана. Итак, вдруг неожиданно вы попадаете на уровень. Вы катаетесь на сковородке. Понятное дело, что вы хотите как можно больше задеть горок вниз, ну, грубо говоря, спусков. Потому что если вы будете ехать на полной скорости, то, грубо говоря, если мне пришлось заметить даже один раз и прыгать на спуск, не на спуск, а на поднятие, для того, чтобы не попасть в эту рыжую жидкость. Right here he has Dark Rayman chasing him. Dark Rayman will do everything he does just a little bit after him, so... Самый забавный момент, что в данный момент за ним бежит Dark Rayman, что он будет делать все то, на самом деле он будет делать все то же самое, что и Spike где-то, только чуть-чуть раньше. То есть он будет тормозить точно так же, где тормозит Спайк. Потому что на самом деле злой Спайк, и он бьет тебя, если он до тебя дотронется. So not too much to worry about with Dark Rayman. Yeah, as long as you don't like miss a jump somewhere like on one of those clouds, that's the most common place to die to him. Самый простой способ умереть — это промахнуться на одной из облак. You do not watch enough of my streams. Okay. So the last major skip of this game. Итак, последний скип в игре — это, скажем так, скип облака. Итак, все, что тут происходит, он меняет местами мое управление слева направо, справа налево. Ужас какой, на самом деле.
То есть сейчас лево это право, право это лево. There we go. So yeah. And this guy Итак, он скипнул только что неплохо. You Часть see не why I'm остался glad I одной came in хп. with 5 health. Я очень рад, что тебе да, пришел с 5 хпами, If you а не jump с off the 3. very edge of this, you'll always be caught by this cloud. And if you jump off the edge of that, you can always just hover right into this. This is my last safety save. Так, это мой последний With the сейв. left-right controls and the slitheriness of these Скажем так, platforms, с контролем, который меняет направление, то есть сейчас его лево это право, а право это лево, благодаря последнему боссу. И из-за того, что тут этот уровень очень скользкий, and right я there, the сохранился. left and right gimmick stopped going. И вот здесь прям все становится нормальным. И снова право это право, лево это лево. И самый забавный момент это происходит ровно, когда вы над пропастью. То есть классно, если вы нажмете в этот момент еще раз влево, чтобы полететь вправо, вы упадете. Итак, последний босс. Где-то минуту мне на него уйдет, и я скажу, когда будет время. Итак, мистер Дарк, который виноват в том, что мир такой, имеет такую проблему. И теперь это происходит самая эпичная битва. На самом деле вы никогда даже с ним не подеретесь. Просто будете уворачиваться от всего. И мы будем драться, скажем так, с достаточно интересными боссами в последнюю минуту. Eventually, one of these Spike will be jumping over the energy blast that he's sending. There we go, right there, because it's actually harder to. В данный момент он перепрыгнул вот это уворачивание, скажем так, вот этот выстрел, потому что и не прошел через него, то, что намного сложнее, кажется, сделать. Итак, потому что мы спасли абсолютно всех чуваков, они решают нам помочь. И мистер Дарк уходит и сказал, что я буду не драться. Теперь ты дерешься с комбинацией боссов из всех предыдущих. 1, 2, 3. И все, он всех убил. А теперь вы деретесь помесь двух мамочек и комаров. Последний босс игры. Тело от мамочки, ноги от непонятно кого и лицо от москита. Время. Час 28, 10 секунд. Спайк молодец. Он очень круто играет, и очень круто рассказывает об игре. Мне всегда нравится смотреть спидраны. Итак, я скину кредит, потому что я хочу показать вам один трюк. It's not in there, dude. They won't read my memory card. Oh no. So. И, к сожалению, походу, он не покажет, скажем так, этот момент, потому что его карточка не читается. И он говорит, подписан мне от twitch.tv, если тут пирог. Это шутка, походу, это SGDQ, потому что все, когда говорят, подписывайтесь на меня, они говорят, I Я даже не знаю, что это за стример, и у меня есть, правда, предположение, кто это. Надо посмотреть, правда, кто это такой. Фух, вот это было тяжело. Учитывая, сколько Спайк говорит, приходилось его переводить прям, грубо говоря, потому что, к сожалению, о первом времени я знаю не так много. Ну, Спайк молодец, Саня, это был очень хороший ран, мне очень понравилось. Но тяжело, ребят, тяжело. А что же у нас будет следом? Па-па-па-пара-па-пам. А следом у нас будет блок Метроида. Меня сменит. Итак, давайте сейчас проверим, есть ли человек, который на смену мне.